Среди множества видов черепах далеко не все обладают спокойным нравом и бегут от опасностей. Герой сегодняшнего выпуска не прячется в панцирь, имеет скверный характер и считает нападение лучшей защитой. Кроме того, его мало волнует размер потенциальной добычи, ведь мертвая хватка становится главным аргументом в любой драке. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и сегодня речь пойдет о невероятно кусачей каймановой черепахе. В связи с последними событиями рекомендую подписаться на канал в Яндекс.Дзене. Ссылка будет в описании. Каймановая черепаха – довольно крупный обитатель пресных водоемов. Длина тела может достигать 50 сантиметров, а предельная масса стремится к отметке в 16 килограмм. Эти создания обитают преимущественно в юго-восточной части Северной Америки, где предпочитают пруды и болота с обильной растительностью. Они могут закапываться в вил и устраивать засады, но в основном это активные хищники, которые неустанно патрулируют водоемы в поисках пищи. Массивные лапы оканчиваются огромными когтями, но эти охотники предпочитают использовать более совершенное оружие. Поднимая голову над водной гладью, черепаха пополняет запас кислорода и осматривает окрестности в поисках живности. Завидев цель, она без лишнего шума медленно уменьшает дистанцию, после чего, используя длинную подвижную шею, совершает молниеносную атаку, пуская в ход сокрушительные челюсти. Каймановые черепахи всеядны. Помимо беспозвоночных, их рацион включает живую и мертвую рыбу, земноводных, ракообразных, мелких черепах и водные растения. Но в редких случаях они выбирают куда более крупную мишень. В списке потенциальной добычи множество водоплавающих птиц, которые не видят, что происходит под водой, и даже не подозревают о готовящемся нападении. Самой доступной целью становятся беззащитные птенцы. Однако и взрослые утки нередко подвергаются нападению. Хватая ногу птицы невероятно сильными челюстями, черепаха стремится утащить ее на глубину. Хищник понимает, что схватить за более уязвимую часть тела нет шансов, ведь стоит только разжать челюсти, как добыча незамедлительно скроется. Поэтому основной целью становится утопление жертвы. Водоплавающие птицы самоотверженно защищают свое потомство. Но когда речь заходит о себе подобных, они предпочитают заботиться о собственной жизни и лишь с возмущением наблюдают за беднягой с безопасного расстояния. Порой борьба может сильно затянуться. У черепахи нет эффективной тактики, чтобы быстро утянуть цель на дно. И даже застигнутая врасплох птица будет отчаянно сопротивляться. Неустанно работая крыльями, утка таскает хищника по всему водоему. В итоге черепахе ничего не остается, кроме как ослабить хватку и поискать более сговорчивую цель. Пересекающие водоемы змеи также могут стать легкой мишенью, ведь их плоть абсолютно беззащитна против столь яростных укусов. Черепаху не смущает, что добыча все еще жива, и она продолжает медленно, но эффективно орудовать челюстями. И даже обладающий всесторонней защитой дикобраз сильно рискует, обедая у воды. Кажется, голод черепахи перевешивает эффект от болезненных уколов. Несмотря на отчаянную борьбу жертвы и множество впившихся колючек, подводный охотник доводит свою атаку до конца. В ловушку может попасться и взрослый лебедь. Однако это слишком крупная птица, и у нее хватает сил, чтобы быстро покинуть смертельное объятие. Каймановые черепахи широко известны своим скверным нравом. Будучи пойманными, они стремятся наказать своего обидчика, щедро орудуя цепкими челюстями.
которые помимо скорости отличаются невероятной силой сжатия, сравнимой с коренными зубами человека. При этом после успешной атаки животные совершенно не торопятся ослаблять хватку, стараясь нанести противнику максимум увечий. Поэтому, будучи любопытным, но неосмотрительным, можно запросто получить серьезную травму или лишиться пальца. При этом даже столь агрессивно настроенное животное в первую очередь пытаются не ввязаться в драку, а ускользнуть в ближайшие заросли подводной растительности. На суше черепахи довольно медлительны, но это абсолютно не влияет на их кусачее поведение. Тело каймановой черепахи слишком массивное, чтобы целиком помещаться в панцирь, поэтому даже в случае опасности ее голова и длинный хвост остаются открытыми. Дополнительную защиту животным обеспечивают мощные костяные шипы. Но даже эти агрессивные создания могут стать жертвой аллигаторов, черных медведей, выдр или койотов. Однако крупные особи мало интересуют даже этих хищников, поэтому во многих местах они находятся на вершине пищевой цепи. В некоторых регионах их ареал пересекается с владениями более крупных родственников – аллигаторовых черепах. К счастью, помимо устрашающих размеров, те отличаются менее агрессивным нравом и предпочитают охотиться из засады. Столь внушительные когти нужны черепахе, чтобы выкапывать подходящую яму для откладывания яиц, а также для быстрого закапывания в придонный ил, в том числе для зимней спячки. Как и большинство черепах, они растут очень медленно и достигают зрелости лишь к 20-летнему возрасту. Однако способность кусаться появляется у них с самого появления на свет. При этом максимальный срок жизни черепахи может превышать 40 лет, и все это время она продолжает расти. Уничтожение среды обитания и загрязнение водоемов вынуждает черепах путешествовать по суше в поисках более перспективного жилища. Кроме того, на них охотятся из-за мяса и отлавливают на продажу. Хотя из-за своего характера это далеко не идеальные питомцы. В целом популяция каймановых черепах стабильна, и пока эти древнейшие охотники вполне типичные обитатели американских водоемов. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!